Кимчи из белокочанной капусты. Очень многие в комментариях спрашивали, а можно ли приготовить кимчи из белокочанной капусты? Да, можно, и сегодня мы его приготовим, тем более, что она сейчас у нас очень дешевая. Итак, белокочанная капуста 1,2 килограмма и 200 грамм. Разрезаем сначала капусту напополам. Разрезая капусту напополам, будьте уверены, что вы кочерышку тоже разрезали напополам. И затем каждую полученную половину мы тоже разрезаем надвое, рассекая при этом кочерышку. После этого с каждой полученной половиной мы удаляем кочерышку, то есть ее часть. И затем эту часть, если она достаточно объемная, мы еще раз разрезаем напополам. И уже полученные части мы разрезаем на 3 или 4 куска, в зависимости от того, как хотите вы получить куски более меньшего объема или более большего. Но учтите, что после засаливания и маринования капуста уменьшится, эти куски они уменьшатся в размере. Все нарезанное мы промываем дважды. Затем мы закладываем капусту. Можно куски немного расщепить руками, разъединить их. И засаливаем. Теперь все это мы 9 ложками соли. Я закладываю порционно и затем засыпаю соль и каждый раз перемешиваю. Но если у вас достаточно объемная посуда, то можете все сразу заложить и одним разом засыпать все 9 столовых ложек и перемешать. Затем засоленную капусту мы оставляем так постоять на 1 час и 30 минут. Но вообще дело даже не во времени. Дело в том, чтобы капуста стала достаточно мягкой. Листья, которые не имеют таких твердых прожилок, как вот это, они будут гнуться очень легко и свободно. Теперь, после того, как мы засолили капусту, мы промываем ее дважды в холодной воде, желательно проточной воде, я показываю в стоячей, потому что мне так удобнее, и затем кладем ее на какой-нибудь дуршлаг или сито, чтобы вода с нее стекла. Как вы видите, капуста уже уменьшилась в объеме вдвое. Теперь мы должны сделать базу кимчи, то есть по-другому это еще называют мучная паста. Нам понадобится рисовая или пшеничная мука 1 столовая ложка, это не принципиально, и также вода в объеме 200 мл. Мы хорошо размешиваем муку, разбивая все комочки. И затем варим это, точнее до кипения это доводить не надо, на малом огне все время помешивая. И должны получить консистенцию приблизительно жидкой сгущенки, вот такую, обратите внимание, и полностью остужаем полученную массу натуральным образом. За это время мы подготовим 5 перьев зеленого лука. Мы надрезаем им белые кончики, если они достаточно объемные, если тонкие, то не надо этого делать. И затем нарезаем зеленый лук кусками 1 или 2 сантиметра. Также нам потребуется 1 луковица, у меня среднего размера луковица, которую, кстати, можно либо просто нарезать тонкими полукольцами, либо перемолоть. Я предпочитаю перемолоть. Также нам понадобится чеснок, мы должны получить 2 столовые ложки молотого чеснока, и имбирь мы должны получить пол столовой ложки в молотом виде, но я перемалываю все это вместе, так быстрее, проще, удобнее. Получаю перемолотую массу этих ингредиентов. Также потребуется нам большая емкость, куда мы загружаем прежде подготовленную уже остывшую мучную пасту и все перемолотые, прежде перечисленные ингредиенты. В этой емкости мы будем делать острую пасту маринад и мариновать уже капусту. Добавляем далее экстракт сливы 4 столовые ложки, если нет, то заменяем на сахар 2 столовые ложки и добавляем красный молотый перец чили 7 столовых ложек. У меня европейский перец, как вы видите, с ним надо быть аккуратным, иногда он может давать странный привкус, тут надо поэкспериментировать. Если же у вас корейский перец специальный для кимчи, то кладем больше 12 столовых ложек. И далее рыбный соус. Многие спрашивают, чем заменить, только молотыми солеными креветками. Или же используем рыбный соус, соевым соусом его заменить нельзя. Рыбный соус кладем 4 столовые ложки в данном случае. Все это мы хорошо перемешиваем до однородности, получая острую пасту маринад. Все это перемешав, если есть время, то дайте пасте маринаду настояться 20 минут.
Но если нет, то можно мариновать и сразу. Через 20 минут мы закладываем прежде нарезанный зеленый лук. И все еще раз хорошо перемешиваем до однородности. После этого уже можно приступать к маринованию. Мы закладываем капусту в пасту маринад и, надев перчатку, что важно, чтобы ваши руки не окрасились и их не жгло перцем, все это мы хорошо перемешиваем, чтобы вся имеющаяся капуста покрылась пастой маринадом. Затем укладываем это в контейнер для хранения. Берите контейнер немного объемом больше, потому что получите сок кимчи, и оно немного поднимется. Один день мы держим кимчи вне холодильника, и затем уже храним в холодильнике, не в морозильнике. Срок хранения этого кимчи около 1 месяца. Выход срока годности определяется кислым вкусом продукта. Есть можно начинать это кимчи уже через неделю после выдержки. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь. Приятного аппетита!